Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу довольно интересный набор, состоящий из сидельного тягача Шкода ЛиАЗ 110 и полуприцепа для перевозки сыпучих грузов МАЗ-9506-20. Эта масштабная копия уже снята с производства, хотя при желании ее можно найти в открытой продаже. И когда эта модель была в новинку, в Европе ее продавали за 90 евро. Довольно большая сумма, но если сравнивать этот набор с европейскими аналогами, например, с продукцией Элигор, то это вполне конкурентоспособное изделие. Довольно интересный сидельный тягач, хотя у нас в стране таких машин я не помню, чтобы видел на дорогах общего пользования, хотя в Россию эти машины поставлялись. И что касается данного набора, то можно приглядеться к сидельному тягачу и полуприцепу и узнать в этих моделях продукцию Автоистория и Start Scale Models. И такая модель в коробочке SSM была представлена еще в 2017 году. Продавался как отдельно сидельный тягач с кабиной синего цвета, так и наборы, состоящие из сидельного тягача и полуприцепа Алка. Если не изменяет память, было два варианта окраски наборов. Одна модель с кабиной синего цвета, вторая с кабиной красного. Полуприцепы были одного цвета, только на одной модели были логотипы логистической компании. И также чуть позже такая модель появилась в коробке Premium Classics с другой схемой окраски. И у Premium Classics также был другой тип набора, состоящий из сидельного тягача и трехосного тентованного полуприцепа МАЗ, и на сидельном тягаче на крыше был установлен обтекатель. И данную масштабную копию я приобрел в коллекцию по случаю, на нее была хорошая скидка, взял ее в дополнение к заказу. Конечно, если говорить о цене на эту модель, то, думаю, не стоит ее покупать в свою коллекцию, особенно когда есть варианты и от Автоистории, и от того же SSM, который стоит в 2 раза дешевле. Но в Европе особо выбора нету. И тут коробочка стандартного размера, бокс взят от бренда Start Scale Models, просто изменили картонную коробку. На нижней стороне упаковки есть различная информация, которая касается производителя. Эти масштабные копии разработал Madimio Engineering. Естественно, модель изготовлена в Китае, есть артикул, по которому можно найти данное изделие в интернете. И если говорить о качестве покраски и сборки, то эта модель гораздо лучше, чем набор, состоящий из сидельного тягача МАЗ-5432, который я вам показывал тоже чуть раньше на этом канале, но тоже есть некоторые замечания. Это и следы от литника, также непрокрасы, пятнышки клея. И очень жаль, что Кострома гонит брак даже для импортных брендов, которые торгуют ее продукцией. Также здесь в боксе есть небольшой прозрачный блистер, который фиксирует модель, предотвращает ее повреждения при транспортировке. И у грузовика довольно симпатичный цвет кабины. И цвет кабины напоминает Супермаза. Я также вам для сравнения приготовил два МАЗа. Одна модель от наш Автопром, вторая от Автоистории. И точно такой же самосвальный полуприцеп от Автоистории мы можем посмотреть, чем отличаются модели друг от друга и стоит ли обращать внимание на обычную перепаковку, рассчитанная на более толстые кошельки. И сам грузовик очень симпатичный, и у этой масштабной копии не откидывается кабина. Вполне хорошие колесные диски, также довольно интересные покрышки, и уже отмечал, на мой взгляд, Кострома научилась делать качественную резину с хорошей маркировкой, и эти покрышки особо нету смысла менять на более продвинутый аналог от Maestro Models. Видимо, то время уже ушло. Конечно, у Maestro Models более качественная резина, но опять же, соотношение цена-качество тут вполне хорошее. Также тут присутствует топливный бак, ящик для аккумуляторов, запасное колесо. Вполне хорошо покрашена рама, правда, на этой модели она чересчур блестящая. И такое ощущение, как будто грузовик вышел только с какой-то полировки. Также тут присутствуют небольшие задние фонари, огни
заднего хода. Также есть катафоты, но их начертили красной краской, не очень аккуратно. Можно было сделать или стекляшки, или детали из фототравления. Это улучшило бы вид масштабной копии. И вот так выглядит полуприцеп. Он окрашен в темно-синий цвет, и у модели от Автоистории рама была серого цвета. На мой взгляд, такое сочетание темно-синего цвета более эстетично, но опять же эта модель стоит намного дороже. Если вы хотите сэкономить денег, просто возьмите модель от Аиста и при желании перекрасьте ей раму. Также поднимается кузов, хорошо сделан гидроцилиндр, другие элементы. И тут покрышки взяты от обычных моделей Автоистории. Это резина И68А. И, конечно, если мы говорим об импортной технике, хотелось бы видеть на этом полуприцепе какие-то другие покрышки. Не уверен, что такая техника использовалась вне Советского Союза. И можно открутить эту модель от подставки, посмотреть, как она сделана снизу. И тут полуприцеп крепится при помощи двух крепежных винтов, и также при помощи двух винтиков крепится сидельный тягач. Давайте я откручу сначала полуприцеп, затем грузовик. Тут, конечно, нужно быть осторожным, чтобы не повредить хрупкую масштабную копию. Но я думаю, у меня получится открутить ее без каких-либо серьезных повреждений. Не очень удобная подставка. И, конечно, лучше бы такие модели крепились наподобие продукции Deep Model, чтобы были фиксаторы и модель закреплялась на подставке на защелках. И также тут окрасили крепежный элемент таким же синим цветом, не знаю зачем, но вот что есть, то есть. И вот так выглядит нижняя часть самосвального полуприцепа. Тут написано: модель изготовлена в Китае, производитель Premium Classics и прототип МАЗ-950620. Более-менее аккуратная сборка, хотя есть замечания к покраске. Повторюсь, опять же, присутствуют и непрокрасы, и пятнышки клея. И давайте я вам для сравнения покажу точно такой же полуприцеп, который я покупал значительно раньше, и эта модель стоила намного дешевле. И единственное, я тут поставил харьковские покрышки ID304. У меня два таких полуприцепа, второй я тоже вам показывал в одном из видеороликов. И эти полуприцепы я сцепляю с сидельными тягачами МАЗ. Точно такая же рама, только она окрашена в серый цвет, и тут вместо Premium Classics написано Markun Toys. И у двух полуприцепов немножко отличается оттенок синего. На импортной модели он чуть-чуть темнее. Возможно, на камеру вы разницы не увидите, но вживую они немножко отличаются. И также можно открутить от подставки сам сидельный тягач. Давайте тоже его посмотрим снизу, и тогда уже сравним с моделью от Автоистории. Сама разработка вполне хорошая. Еще бы сюда добавить аккуратную покраску и сборку, и некоторые упрощенные детали заменить на более качественные аналоги из фототравления, и получилось бы вполне достойное изделие, которое ничуть не хуже, чем продукция Eligor. А так, конечно, пока что есть мелкие недоработки, которые отталкивают порой от покупки костромских изделий. Тут окрашена нижняя часть двигателя, коробка передач, выхлопная труба. Хорошо сделан задний мост, также есть энергоаккумуляторы. И, кстати, если посмотреть на нижнюю часть двигателя, то вот такое решение мне в чем-то напоминает продукцию XO Models. Обычно Кострома делает хорошую проработку моторного отсека, но, повторюсь, из-за того, что тут кабина статична, видимо, решили не заморачиваться. И давайте я вам покажу для сравнения модель МАЗ от Автоистории, которая стоила значительно дешевле. Но у грузовиков очень похож дизайн кабины, также примерно одинаковые габаритные размеры.
если поставить два сидельных тягача рядом. И визуально эти машины очень похожи друг на друга. И, кстати, можно, например, полуприцеп от Автоистории сцепить с тягачом от Premium Classics и наоборот полуприцеп от Premium Classics зацепить сидельным тягачом от Автоистории. Ну, вот так выглядит модель в оригинальном виде. И покажу, как этот сидельный тягач будет смотреться с полуприцепом от Автоистории. Как видите, особо разницы нет. Единственное, выделяется серая рама. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и в Фейсбуке. Жмите на колокольчик, заглядывайте на мой второй канал. Там тоже регулярно выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.